Я вас приветствую, дорогие мои друзья и гости моего канала. Сегодня я вам хочу предложить на своем мастер-классе пошить вот такую красивую ароматную елочку, кофейную елочку. И всех приглашаю, кому очень интересно, добро пожаловать на мой канал. Давайте вместе с вами сделаем вот эту ароматную красоту. Ну что, приступим? Итак, друзья, для пошива кофейной елочки вам понадобится выкройка. Внизу под видео вы найдете ссылку на мой шаблон. Второе. Для елочки нам понадобится хлопковая ткань. У меня обыкновенная белая ткань. Размером по ширине у нас 40 сантиметров. И по долевой нити у нас 20 сантиметров. А также нам понадобится для декора много всего интересного. Растворимое кофе, кофе в зернах. Также нам понадобится корица. Обязательно нам нужен ванилин, палочки корицы и бадьян. А также нам нужна такая широкая кисточка, бечевка. И не сухие корочки мы будем сейчас с вами делать. Конечно же, вам нужен апельсин. Один апельсин вам будет достаточно на одну елочку. Конечно же, я еще буду использовать для декора контур золотой. И нам нужны будут денежки. А также нам нужен картон 4,5 сантиметра на 4,5. Вот таких 3 квадратика. И кусочек фоамирана 4,5 на 22 сантиметра. А также нам понадобится шило, зажим для наполнения, палочка для суши, вот такой стик и ножнички, салфетки, пиалочка и клей ПВА. Ну а также нам нужны джинсовые нитки, нам нужна иголочка и карандаш и булавочки. Итак, теперь нам нужно порезать апельсин. Мы возьмем тарелочку. Обязательно нам еще нужен ножик. И режем апельсин. После того, как мы его нарезали, нам нужно его съесть. В полном смысле этого слова. Но только оставить корочки от апельсина. После того, как мы съедим апельсин, нам теперь нужно взять ножницы и порезать шкурки на маленькие кусочки. А после того, как мы нарезали шкурки, нам нужно взять джинсовую нитку, большую иголочку, и мы сейчас будем делать бусы из корочек апельсина. Мы берем метровую нитку, двойную джинсовую, 2 слоя, и нанизываем апельсиновые корочки на иголочку. Таким образом у нас получатся такие апельсиновые бусы. Вот так у нас получилось нанизать шкурки апельсина. Вот так вот плотненько. Теперь нам необходимо их повесить на батарею. Ну или положить просто в теплое место. Я обычно вешаю на горячую батарею. И за ночь оно у меня классно высыхает. И соответственно у меня получаются вот такие сухие красивые корочки апельсина, которые будут украшать нашу елочку. Ну а пока наши бусы сохнут на батарее, мы возьмем кусочек ткани, выкройку и обводим карандашом. Теперь нам нужно пройтись машинной строчкой по контуру елочки и сделать закрепки.
И сейчас мы будем ее вырезать. Вырезаем по контуру, оставляя где-то полсантиметра. Ну и, конечно же, нам нужен холофабер или синтепон для наполнения елочки. У меня холофабер, я буду наполнять им. Зажимом я буду пользоваться. Он мне очень удобен. И, кстати, обращая внимание, мы елочку не выворачиваем. Мы ее наполняем вот в таком виде. Итак, друзья, у нас должна получиться вот такая заготовочка. Обратите внимание, чтобы все части, вот эти уголки были тоже хорошо наполнены. И вот почти готова наша елочка к декору. Итак, нам нужно сейчас сделать красящую смесь. Для этого я возьму где-то 2 чайные ложки растворимого кофе. Это может быть абсолютно любой кофе, где-то 100 мл воды. Все это мы будем перемешивать кисточкой. Все должно раствориться. Теперь мне нужен пакетик ванилина. Обязательно только ванилин, без сахара. Высыпаем. Поверьте, эта кофейная елочка будет у вас очень долго сохранять шикарный кофейно-ванильный аромат на протяжении нескольких лет. После того, как мы растворили ванилин, теперь мы будем добавлять сюда ПВА. Нам нужен ПВА. Две ложечки чайных. Итак, смесь у нас готова. Посмотрите, какая она получилась по внешнему виду. Клей должен хорошо тоже размешаться. И после того, как мы все приготовили, мы берем волшебную нашу елочку кисточкой. Начинаем тонировать. Итак, теперь мы должны просушить елочку. Обычно я это делаю феном. Сейчас просушу и покажу результат. И, кстати, перед тем, как сушить феном, немножечко мы ее должны промокнуть салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу. И, конечно же, нам будет так чуть-чуть легче сушить и быстрее. Итак, елочка у нас высохла. Решайте сами с тоном. Если вас устраивает достаточно одного слоя тонировки. Если вам хочется потемнее, вы можете протонировать еще один раз. Но это зависит от того кофе, который вы будете использовать для тонировки. У каждого кофе есть свои оттенки. Я хочу оставить ее светленькой, поэтому у меня она будет именно в таком оттенке. И теперь мы продолжим украшать ее вместе с вами. Итак, друзья, первое я повешу гирлянду из апельсиновых бусиков. И я определила место расположения, зафиксировала булавочками. И сейчас в этом месте я приклею корочки вот эти на термоклей. Вот такая у нас гирлянда получилась. А теперь нам нужно украсить такими шариками. Я сейчас нарисую шарики, и мы их присыпем корицей. Для этого нам нужна сухая корица, клей ПВА и кисточка. Итак, клеем ПВА. У меня он вот такой густой, у меня такой прям очень классный клей. У вас, если будет другой, ничего страшного.
вырисуем кружочки. Ну а после этого мы присыпем корицей. Посмотрите, как приклеилась корица. Теперь мы возьмем контур по ткани, у меня золотой, и обведем наши кружочки. Контур немножко подсушили, теперь мы будем украшать елочку вот такой красивой звездочкой из бадьяна. Используюсь, конечно же, я термоклеем. И приклеиваем. Посмотрите, какая красота. Я взяла маленькую палочку корицы, обвязала бечевкой, и вот здесь ее приклею. Теперь будем украшать красивыми зернами кофе. Посмотрите, вот так выглядит моя елочка. С обратной стороны елочки я хочу сделать кое-что очень интересное. Для этого нам нужно воспользоваться клеем ПВА и кисточкой. Я хочу заднюю стенку елочки присыпать полностью корицей. Итак, друзья, вот елочка наша подсыхает. Не совсем она еще высохла с обратной стороны, но ничего страшного. Правда, похоже на булочку с корицей. Ну, прям вот вкусно и красиво. На этом этапе вы можете приклеить веревочку к верхушке елочки, и у вас будет красивая оригинальная подвеска или игрушка на елку. Только тогда вам нужно заклеить термоклеем вот это отверстие. Но так как я буду делать ей подставку, я ее сейчас откладываю. И мы сейчас приступим к нашей подставочке. Итак, друзья, для подставки нам необходимо 3 кусочка картона размером 4,5 на 4,5. Но, конечно же, размеры могут быть ваши. Кусочек вот такого у меня фоамирана, размер 4,5 на 22 сантиметра. И еще я вам забыла вначале сказать, вам нужен вот такой пластилин. Это детский пластилин, такой воздушный. При высыхании он потом становится таким сухим и держит форму. Вот любой цвет нам понадобится. Вот за него я забыла сказать в начале видео. Конечно же, нам нужны монетки. И приступим. Сначала мы берем 2 квадрата, склеиваем между собой термоклеем. Нам нужно для того, чтобы создать такую жесткость. Возможно, у вас будет более толстый картон, и вам будет достаточно одного слоя картона. После того, как мы склеили, клей подсох и остыл, мы на донышко будем приклеивать монетки. Монетки я буду приклеивать только для того, чтобы утяжелить донышко. Можно утяжелить, конечно же, любыми другими способами. И поэтому уже как бы на ваше усмотрение вы решаете, как лучше это сделать. У меня таких монеток море, и я решила, что неплохо будет, если монетки будут у меня в горшочке для елочки. Ну, так скажем, символично, но тем не менее. Будем верить, что елочка нам будет приносить не только радость, но и какое-то финансовое благополучие в следующем году.
Итак, теперь нам надо к торцу приклеить кусочек фоамирана. Мы берем, находим середину и начинаем вот так вот с середины. Для этого нам нужен, опять же, термоклей. Итак, друзья, теперь нам нужно взять палочку для суши и отмерить ее размер. Для этого я должна взять елочку, вставить ее до самого упора и, естественно, приложить, определить длину ножки елочки. Если вас устраивает длина ножки, тогда мы можем ее смело фиксировать. Для этого я воспользуюсь термоклеем. Буквально чуть-чуть нанесу его на палочку и в центре зафиксирую. А теперь я воспользуюсь вот этим пластилином детским. После высыхания он становится твердым. Теперь нам нужно взять третий квадратик и по центру сделать отверстие. Одеваем. Теперь мы вот это место задекорируем кофейными зернами. Итак, друзья, посмотрим, что у меня получилось. Я все зернышки приклеила на термоклей, взяла бечевочку и обвязала, завязав бантик. Вот такая у нас подставочка получилась, очень такая праздничная и нарядная. И сейчас мы будем примерять елочку. Для этого мы берем елочку, одеваем на подставку. И вот здесь мы фиксируем клеем. Ну вот и подошел к концу наш мастер-класс. Получилась у нас елочка очень ароматная. Аромат кофе, ванили, корицы, аромат цитрусовых. Вы представляете, как она пахнет? Это просто не передать словами. Ее нужно обязательно вам сделать. Делайте ее со своими детками, со своими подружками, со своими друзьями. Собирайтесь в кругу своей семьи. Пейте чай, делайте вот такую красоту и радуйте себя и свое пространство вот этой красивой ароматной елочкой. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы обязательно сделайте такие себе елочки. Конечно же, ее можно использовать как елочку, как подвеску, как игрушку на елку. Поэтому решайте сами, как вам больше нравится, выбирайте свой вариант и делайте всем подарки. На этом я заканчиваю свое видео. Всех благодарю за внимание и до новых встреч в новом видео. Всем, кто не подписан на мой канал, добро пожаловать. Я вас буду обязательно радовать новыми своими идеями. Всем пока-пока.